Всех приветствую на канале S-Family Life. Прошло чуть больше месяца с выхода обзора на копию R20 Pro, в которой, казалось бы, уже провели работу над ошибками, и ее владельцы редко испытывают проблемы с качеством. Про шумоподавление это вообще отдельная история. Кто-то его работу оценил в метро, а я лишь скажу, что скорее оно пассивное, чем активное, так как не подстраивается под внешние шумы, а программно отсеивает определенный диапазон частот. В оригиналах все происходит в реальном времени. Если вам интересна дальнейшая судьба продуктов из распаковок, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там я и подписчики делимся опытом использования, а также провожу конкурсы на технику, которая присутствует в обзорах. В распаковке не всегда удается ответить на все ваши вопросы, так как они могут проявиться уже в момент эксплуатации. Также оставляйте комментарии, я на все отвечаю. Сегодня у меня в руках копия на AirPods Pro, которая получила название R30 Pro. Давайте ее распакую, проведу ряд тестов и поговорим, что мне удалось узнать до того, как она попала ко мне в руки. Пришла в фольгированном пакете. Так, это не копия, это у нас будет в следующем обзоре. Я про нее расскажу. А вот и наша сама копия R30 Pro. Здесь указаны основные характеристики данной модели. Как видим, гравировок на коробке нету. Коробка очень похожа на оригинальную. В принципе, как и во всех копиях. Давайте ее вскроем. Одной рукой не открывается. Так, здесь нас встречает инструкция. Это мы уже привыкли видеть, ничего нового. Кейс с наушниками. Я его пока отложу. Кабель для зарядки USB-A на Lightning, как и в предыдущей копии R20 Pro. В оригиналах у нас USB Type-C на Lightning. Давайте сразу посмотрим оригиналы. Достанем из коробки. Вот здесь видно, что USB Type-C у нас. Это у нас оригиналы. Так, сменные амбушюры. Они также не держатся здесь, но все имеют сеточки. В принципе, по коробке и все. Никаких изменений здесь нету. Сейчас отсоединю кейс от пленки. По кейсу могу сказать, что сразу бросается в глаза это доработанное отверстие под диод. Так, вот как оно выглядело в R20. То есть оно было и по размеру немножко больше, и стеклышко более утоплено. На данный момент выглядит как в оригинале. Возможно, у меня, конечно, R20 Pro был просто неудачный экземпляр, но факт остается фактом. Теперь стеклышко такое же, как у оригинала. Проверим петлю. Петля очень плотная. Нету люфта. А, нет, есть люфт, присутствует. Такой же, как в оригинале. Даже в оригинале он более слышимый. Давайте проверим кнопку. Нажимается она мягко, как и в оригинале почти. Ну, более слышно. Теперь перейдем к самим наушникам. Давайте сейчас вам еще крупным планом покажу сами кейсы. Как видим, у копии нету гравировки.
У оригинала гравировка есть. Все остальное одинаково. Достанем по одному наушнику. Вот так выглядят наушники. На мой взгляд, они один к одному. За исключением того, что у оригинала имеются гравировки, у копии гравировки нету. Амбушюры снимаются легко, так же как снимаются у оригинала. Амбушюры имеют сеточки и одинаковое качество. Также металлическая сеточка, датчики. Все абсолютно одинаково. Даже стыки. У оригиналов они более заметны, чем у копии. Ну или вообще одинаковые. Сейчас я проведу ряд тестов, но перед этим поделюсь информацией, которую вы должны знать. Чип, который используется в AR30, это Aeroha 1562X. Искал информацию по этому чипу на китайских форумах, но все мои поиски не привели к результату. Но вот что удалось найти, процитирую. Только материнские платы Tiger Head могут отображать информацию о чипе точно. Другие материнские платы, которые в наушниках с чипами LODA, Aeroha, могут не отображать конкретную модель. Например, некоторые отображают AB1562X или просто 1562X, но высока вероятность, что это чип 1536U. Какой чип в действительности установлен в AR30 Pro, покажет только вскрытие и маркировка самого чипа на плате. Возможно, китайцы и сами ориентировались на информацию из ПО, или просто написали красивую букву X. Но я тут для того, чтобы проверить, насколько она хороша и есть ли отличия от AR20 Pro. Сверху появится подсказка на видео обзор с AR20 Pro. Из основных отличий, которые я жду, это функция поделиться аудио, улучшенное качество звучания в iOS и Android без использования стороннего эквалайзера и, конечно же, качество микрофона, чтобы осталось на прежнем уровне или даже лучше. Но об этом продавец никаких упоминаний не дает, так как описание продукта слово в слово совпадает с копией AR20 Pro. Насколько мне известно, за качество микрофона также несет ответственность чип в наушниках. Но обо всем по порядку. И начну с проверки функции аудиошеринг, поделиться аудио. Работает в том случае, если наушники ранее не были подключены к телефону, с которого воспроизводится музыка. Давайте для начала подключу копию. Копия сразу определилась. Диод мигает красиво через прозрачные пластиковые отверстия. Все, не сейчас. Все подключено. Сейчас я их достану. Так, музыка у нас пошла. Теперь откроем оригинал и поднесем к телефону. Как видим, что-то не появляется поделиться аудио. Тогда мне придется опустить проверку работы аудиошеринг с данным телефоном, а проверю ее с тем телефоном, на который сейчас идет запись. Как раз во время тестирования с часами Apple Watch. Вот, так как мне придется поменять телефон, с которого идет запись. Сразу хотелось бы принести извинения за качество съемки и качество звука, но это не основной телефон, и у него немножко нехорошее качество звука. Как видим, часы сейчас у меня подключены. Apple Watch подключена. Вот они у меня на руке. Так, теперь я попробую подключить копию. Открываем. Копия подключена. Все успешно.
То есть данная копия работает с часами. Сейчас запустим какую-нибудь музыку. Как видим, отобразилось. Переключая трек, включается следующий. Копия, мы убедились, что работает с часами, а теперь вернемся к проверке функции аудиошеринг. В этом телефоне я уверен, что я уже пользовался этой функцией и подключал обычные AirPods первого поколения оригинальные и AirPods Pro. Сейчас у меня просто нету в руках обычных AirPods первого поколения. Так что проверим, как это будет работать с неоригинальными при подключении оригинальных. Сейчас у меня не оригинальные в ушах. И запускаем песню. Открываем кейс оригинальных. Как мы видим, функция работает. Вот еще один наушник. Да, все. Играет в двух наушниках, при этом один оригинальный, один неоригинальный. То есть, как видите, эта функция работает. С тем телефоном я еще посмотрю, что можно будет сделать. Может, обновить в нем прошивку надо, и тогда тоже будет работать функция. Но в данной копии поддерживается функция поделиться аудио. Сейчас перенесемся и будем с хорошим качеством тестировать другие функции. Ну а теперь что? Проверим работу микрофона и сравним с оригинальными AirPods. Сначала я проверю запись на диктофон, затем на улице, а также как он ведет себя при разговоре. Проверка качества микрофона на копии AR30 Pro. Подключим оригиналы. Проверка качества микрофона в оригинальных AirPods Pro. Воспроизведем и начнем с оригинальных. Проверка качества микрофона в оригинальных AirPods Pro. Теперь копия. Проверка качества микрофона на копии AR30 Pro. Как видим, микрофон не сразу сработал. Может, это моя ошибка. Может, он не сразу подключился. Давайте еще раз проверим. Проверка качества микрофона на копии AR30 Pro. И для чистоты эксперимента еще раз попробую записать. Поставили, наушники определились, загорелись. Проверка качества микрофона в копии AR30 Pro. Сейчас отключатся наушники. Все. Проверка качества микрофона в копии AR30 Pro. Проверка качества записи микрофона AR30 Pro на оживленном участке улицы. Сейчас повторно записываю проверку качества микрофона AR30 Pro на оживленном участке улицы, потому что, как мне кажется, что они каким-то программным методом гасят сторонние шумы. И сейчас здесь ветрено, ездят машины, шум со всех сторон, но при прослушивании я не слышу этого. Сейчас я сходил за копию AR20 Pro и встал на тот же участок улицы и записываю вам.
как слышно. Возможно, в этих наушниках также будут гаситься посторонние шумы. Сейчас мы это узнаем. Микрофон хороший, такой же, как и был в копии AR20 Pro. То есть, в принципе, ни лучше, ни хуже, нету никаких посторонних шумов, как вы могли заметить. Уровень достойный. Чем-то он похож на AirDots вот, от Redmi. Так, ну а теперь проверим шумоподавление и режим прозрачности. К данной проверке я очень хорошо подготовился, сейчас вы это узнаете. Так, вставляю. На что хочу обратить внимание, никаких посторонних шумов наушники не издают. Посмотрим, какой сейчас у нас режим включен. Сейчас все выключено. Так, для начала проверю режим прозрачности. Я слышу сторонние шумы здесь в комнате. Даже слышу работу своего компьютера. Хорошо слышу свой голос. В принципе, режим прозрачности работает идеально. И нету какого-то шума постороннего, такого, который издавали AR20. Может, они, конечно, у меня были с каким-то дефектом, но здесь я такого не замечаю. Режим прозрачности здесь работает и очень похож на оригинальный AirPods Pro. Так, но теперь надо проверить шумоподавление. Для этого я здесь подготовил пылесос на этот раз. Как всем известно, он издает достаточно неприятный звук. Вот. И как справятся эти наушники с данным видом шума? Для начала я отключаю полностью. Включаю пылесос. Да, отчетливо слышим. Все, теперь я включаю пылесос и включу режим шумоподавления. А шумы действительно гасятся. Удивительно. Но шумодав здесь работает. И при включенном пылесосе у меня отсеялись посторонние шумы неприятные, которые издает пылесос. Его, конечно же, слышно, он не полностью перестает работать, но эффект шумодава слышен. И что меня здесь удивило в этой копии, что при шумоподавлении мне в уши не подается никакой неприятный звук, низкочастотный, как это было в AR20, который наоборот мне создавал шум в уши, и тем самым как будто работает шумоподавление. Здесь я себя абсолютно комфортно чувствую на шумоподавлении, и при этом не слышу окружающие шумы, не слышу кулер, как работает у компьютера. Приятно удивлен. Режим шумоподавления здесь работает. Так, теперь перейдем к проверке работы сенсоров. За нахождение наушника в ухе здесь отвечает оптический смарт-сенсор. Такой же присутствует и в AR20. Проблем с ним замечено не было, и жалоб тоже. Вероятность того, что у вас во время прогулки музыка встанет на паузу, сведена к минимуму. Также мне интересно проверить переключение треков. Давайте я сейчас буду проверять переключение треков. Ну и, соответственно, я уже услышу, как они будут играть, но об этом поговорим отдельно. Здесь также используется сдавливание ножки. Пробуем. Один раз нажал на ножку, точнее сдавил ее, поставилась на паузу. Сейчас попробую 2 раза. Включился следующий трек. А если 2 раза по-другому? Включился тоже, да, по-моему, следующий трек. Да. Наверное, как-то это настраивается. А, может 3 раза надо сдавить, тогда переключится обратно. Да. 3 раза сдавливаю ножку,
и переключается на предыдущий трек. Теперь попробую долгое удержание ножки. Включается режим прозрачности. Так же, как и на оригиналах работает. И, скорее всего, эту функцию можно настроить. Да, левый и правый управление шумом. А мы сделаем, допустим, левый на Siri. Посмотрим. Давайте сейчас левый зажму. Привет, Siri. Да, как видим, Siri работает. Все, как видим, сенсоры в данных наушниках работают исправно. Левый, правый, все переключается. В меню в настройках они настраиваются. Также, если настроено по «Привет, Siri», и я, допустим, унесу телефон, то она должна сработать. Сейчас отнесу телефон. Привет, Siri. Да, все, видим, сработало. Добрый день. То есть это тоже работает, функция. То есть с наушников вы, независимо от того, рядом телефон или нет, вы сможете вызвать Siri. Теперь давайте проверим информацию об устройстве наушников. А именно отображение серийного номера. Вот у нас копия. Да, как видим, номер модели, как у оригинала, серийный номер, версия. Это все отображается. Левый, правый наушник. Все меняется. Также вот у нас есть это и у оригиналов. Тоже левый, правый наушник. А номер модели 2084. А здесь тоже 2084. Все, здесь как бы тоже все работает. Проверю, сколько держит батарея, и результат теста вы сейчас увидите. Так как мне стало известно, что в зависимости от того, какой чип в наушниках установлен, от того и зависит продолжительность работы данной копии. Теперь стандартный тест. Это sync-тест, проверка отставания звука от видео. Как видите, отставание незаметно. Или его вообще нету. Все вовремя срабатывает. Этот тест наушники тоже прошли. Теперь самое интересное, на мой взгляд, это послушать качество звучания данных наушников. Так как в VR20 мне не особо нравилось оно, потому что бас был завышен и не прослеживались низкие частоты. Для этого выберем какую-нибудь музыку. Я оформил себе подписку. Играют громко. Да. Играют просто идеально. Играют идеально. Звук очень сбалансирован. Бас тут не глухой. Низкие, средние, высокие частоты не мешают друг другу. Мне такой звук очень подходит. И он приближенно похож на оригинальный AirPods Pro. То есть, вот если я одену, допустим, один наушник этот и AirPods Pro, то я, в принципе, не отличу, где какой как играет. Здесь звук отлично сбалансирован. Так, и теперь проверю, как это дело у нас играет
на андроиде, потому что в прошлой версии многим приходилось устанавливать дополнительный эквалайзер для работы в андроиде. Здесь сначала их надо подключить. Так. Ну и сразу заодно проверим подключение наушников к Android устройству, так как многие из вас пользуются и андроидом. Все, видимость включена. Открываем, зажимаем. Наушники найдены. Все, сопряжение успешное. Воспроизведем здесь какую-нибудь музыку. Посмотрим в обычном YouTube. Думаю, тут все хорошее качество будет. Ой. Как видите, сенсор работает. Нажал. Как видите, сенсор работает. Один раз зажал ножку, на паузу стало. Сейчас я один раз нажму, плей будет. Два раза переключает трек. То есть с этим проблем нету. Сенсоры работают. Качество звука аналогично айфону. Так что здесь уже вопросов не должно возникнуть. Точнее, даже если возникнут, я ответить на них не смогу, потому что я проверил качество звучания на андроиде, на айфоне. Оно абсолютно одинаково, хорошо играет. Все, теперь можно убрать и приступить к другим тестам. Ну и, конечно же, ни одна проверка не проходит с тестирования беспроводной зарядки. Всегда я это делаю в конце. Так, для начала возьмем оригинал. Я уже смотрю на гравировки, чтобы случайно не ошибиться, потому что на внешний вид один в один. Смотрим на диод. Кладем, диод загорается. И у оригинала тоже. Беспроводная зарядка работает. Теперь берем копию. Кладу, диод загорается. И тут тоже загорается. То есть беспроводная зарядка в них также работает. Ну все, пришло время подвести итоги. Копия удачная, а точнее экземпляр, который у меня в обзоре. Еще раз хочу предупредить, что от брака никто не застрахован, но покупая на AliExpress, у вас есть гарантия возврата денег. За полгода все копии на AirPods Pro, которые я заказываю, мне приходят без дефектов. Ранее этот процент был 30 брака, 70 работали исправно. Хочется верить, что в Китае поработали над качеством продукции, и вы будете не разочарованы. В Air 30 Pro отличное качество звучания, к которому у меня вопросов не возникает, как на iOS, так и на Android. Нормальный микрофон на уровне Air 20 Pro или всеми любимые Redmi AirDots. Работает шумодав и режим прозрачности, что тоже немаловажно. Здесь он действительно работает. Хоть, наверное, и на 50% от оригинала, ну 50-60% где-то так. В основном все на уровне. Если копия Air 20 Pro вас устраивает, то переходить на новую смысла нет. А если задумались только приобрести, то, конечно, стоит смотреть в сторону Air 30 Pro. На этом обзор подходит к концу. Если он вам был полезен, делитесь в соцсетях, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Также алгоритмы YouTube учитывают активность в виде комментариев больше 4 слов и помогают видео попасть в рекомендации. А я с вами не прощаюсь, а увидимся в новых распаковках.